Смотри соотношение стен, высоты стен и крыши. Крыша почти в 4 раза выше, чем стены. Давай поближе подойдем, и я покажу, что это за строение. Это уже реконструкция. Оригинальный дом был где-то там в середине 19 века. И смотри, каким образом бревно вписано. Я сейчас изнутри покажу, там видно будет. То есть это цельное бревно положили, и не отрезали корень, а его вписали здесь и сделали из этого ворота. Это в хозяйственную постройку вход. И с этой стороны также. Сейчас пойдем. Я тебе внутри покажу, как это выглядит. Крыша из соломы. Это мы в Эстонии. Видишь, соломенная крыша, видишь, какая она высокая просто. Вау! Как она, вот смотри. Вот я, а вон там крыша. Сейчас тебе подальше, чтобы ты видел масштаб. Смотри, масштаб какой. Вот я. Здесь вот у меня рост 183, да, то есть вот это здесь где-то 170. Стены заканчиваются, ну, вот примерно вот на этом уровне. А дальше это все кровля. Это там внутри жилое помещение есть, тебе сейчас его покажу. Как оно, печка, топилась по-черному. На вход. Это вход, сейчас я тебе покажу, как здесь топилось. Нужно немножко наклоняться. Опа! Если видишь соотношение роста моего к входу. Пошли. Так. Вот это 7 по лавкам. То есть обеденный стол. То есть вот это получается жилое здание, жилое помещение. Да, здесь люди, крестьяне жили. А вот это печь для приготовления еды в котле. Вот в этом котле еду готовили. Печь топилась, и дымохода, как ты видишь, нет никакого. Да, и печь топилась по-черному. Ну и дым уходил туда, в крышу. Вот это единственное помещение с потолком. Вот, и спали на палатях. Сейчас где? Вот они, палати. Вот это просто столб, бревно, да? А вот спали там на палатях. Я тебе, давай сейчас как-нибудь поставлю камеру. Ну вот сюда, например. Видно тебе, да? Вот здесь. Такой огромный стол. За ним сидели, обедали. Посидели, пообедали и пошли наверх спать, похоже, да? Ну-ка, давай залезем. Сколько тут можно поместиться-то? Ну, вот примерно. О, тут даже овчина лежит. У меня шуба была из такой овчины в детстве. Прямо вот из такой. Так, ну это такая импровизированная палатка, конечно. Не очень все правдоподобно, но здесь какие-то мыши, наверное, тут живут. Они что-то прогрызли, видишь? Мыши прогрызли шкуру. Фуфайка тут из овчины. Так, ну, знатоки, скажите, здесь где спали люди-то? Ну, явно не на полу. Где-то наверху должны были спать, потому что иначе холодно. Так, ну вот здесь, смотри, это печь. Да, основная функция этого помещения — это сушка озимой ржи. Единственное жилое помещение. Видишь, сколько тут здесь всякой соломы настоящей. Хворостом печку растапливали. Пошли дальше смотреть. Вход в еще одно помещение. Опа! Ну, как бы плитка на полу, конечно, уже это современная кровля. Смотри, какая была еще. Из щепы сделанная кровля. И вот такой вариант. Но они все практически одинаковые. С досочек напиленных. Шиферная крыша уже потом появилась наверняка. Так, а здесь что?
Щебековая крыша. Так, а здесь смотри. Вот видишь вот это вот бревно, про которое я тебе говорил? Вот оно. Да, видишь, оно как сделано. Из него, по сути, и выправлено сам вход в здание, да, то есть оно держится за счет того, что оно на нем лежит опорная балка. Видишь, какая высота. Там 3-4 метра примерно. И все оно застелено соломой. Ну, как бы никакой гидроизоляции, конечно же, нет. Ни пара, ни гидроизоляции, ничего такого. Давайте посмотрим. Сейчас я поставлю куда-нибудь камеру на опору. Вот она. Ну, здесь как бы уже почти 2 метра высота потолка здесь. В помещении вход. Так, высокий порог делали в дом. Обязательно. И низкую дверь, потому что чтобы снизу не поддувало, а сверху теплый воздух из помещения не выходил. Энергоэффективность уже тогда была в актуальном. Пойдем дальше. Так, что тебе еще здесь показать интересного? Вот он, макет этой жилой Риги, как он выглядит. Вот это, по-моему, это жилая часть, потому что один вход и второй вход через предбанник сделан, чтобы вот здесь было теплее. Ладно, пошли на выход. Это здесь просто какая-то коробушечка стоит. Опа. Вот смотри, что я тебе хотел показать. Высокий порог обязательно был, чтобы не поддувало. Здесь, конечно, все было забито там соломой или там камнями. Низкая дверь для того, чтобы теплый воздух из помещения не выходил. Поэтому двери были всегда маленькие, потому что печку иначе было не протопить. Я вот тебе обещал показать крестьянский дом. Ну, показываю. Опа. Вот он такой. Мощный. Крыша, конечно. Если вот здесь 2 метра, то это в 3 раза выше, но примерно высотой 6 или 7 метров до конька у него. И здесь у нас еще один хозяйственная постройка есть. Вот такая. Она закрыта. Там ничего внутри нет. Ну, в принципе, все то же самое. Загон для скота, скорее всего, это. А здесь у нас, сейчас мы выйдем. Ну да, это загон для скота, он сейчас закрыт. Там ничего такого не показывает. Смотрим дальше. Сейчас тебе там, сейчас таких вот объектов будет очень много. Я тебе все покажу. Будет очень интересно, не переключайся.